Всем добрый вечер, друзья мои. Сейчас новогодние будни ляжутся, страсти в том числе. И мы вернемся в привычную среду, в нашу жизнь, полную радости, трудностей и прочее, прочее. И как раз для этого времени я хочу подарить вам один ритуал, который можно сделать, в принципе, любое время года. Но если сделаете как раз с началом нового года, нового периода, конечно, будет намного такой обновленность в вашей жизни. Хотя я повторяю, что этот ролик может кто-то увидеть через полгода, может делать. Разницы никакой особо. Просто раз уж Новый год, так Новый год. Несложно это делать. Вы можете найти красную свечу, можете сделать любой другой свечой, только не черной, только не темной, не синей и не черной. Но если вы подготовите все как нужно, конечно, это воспримется силами как уважение к ним. И, естественно, это будет быстрее и сильнее получаться. Вот и вся разница, собственно говоря. Вам нужна будет красная скатерть, желательно красная свеча и красная шерстяная нитка. Вы знаете, дело в том, что, во-первых, почему из шерсти нитка должна быть, потому что шерсть – это изначально символ богатства. Знаете, говорят выражение, да, кучеряво живешь, собственно говоря. Вот это намек на шерсть. Считается, что поскольку овечья шерсть испокон веков была сырьем для изготовления теплой одежды, дубленка когда-то была самая модная вещь, скажем так. И дубленка – это как бы символ богатой, вольготной жизни. Из шерсти изготавливали, не только одежду, но и предметы быта в древние времена и так далее. То есть это то, что символизирует достаток, хорошую жизнь. Поэтому из шерсти нить, именно шерстяная нить, она уже символ достатка, богатства. Кроме того, есть такой момент в магии, когда ты обращаешься к предмету, да, или поскольку в магии все должно быть настоящим и живым, то есть камни натуральные, ткань натуральная, нить из шерсти и прочее, там, касаемо и украшений, касаемо подношений, все должно быть натуральное и хорошее, потому что у натурального, настоящего, есть энергетика. И эта энергетика притягивает то, что ты хочешь. Так вот, к натуральному сырью обращение и не просто попросить, дай мне то или это, но в то же самое время, как показать свое почтение и то, что ты веришь. Ты уверена, что то, что ты просишь, получишь от него, собственно говоря. Сейчас, наверное, сюда положить. Нет, давайте сейчас я сделаю по-другому. Я буду показывать между делом и объяснять, потому что мне неудобно так сделать, да, для себя. Итак, эту нить надо потом повесить над дверью. Можете как-то так маскировать, чтобы было, не видно было, собственно говоря. Не обязательно, чтобы... Мне тут ноготь оторвалась, но ничего страшного. Не обязательно, чтобы это было видно. Это может быть... Но нельзя ни в мешочек, нельзя ни в какую-то емкость, никуда. Просто повесить над дверью. Можете вот так вот на косяк, вот так вот, как туда закрыть, маскировать чем-то, чтобы было не видно, но оно должно быть над дверью. Над входной дверью, центральной. Вы поняли, куда. Вы привязываете денежную силу нитью на весь год. Если это ослабеет, можете в течение года повторить, в принципе. Но бывает, что хватает на весь год, смотря насколько у вас энергии хватит это сделать. Если увидели, да, опять движение некоторых таких кое-кого. Вот, пожалуйста, перед камерой. И причем у них движение, видите, как-то по траектории, по одной стороне. Они вот так
по одну сторону уходит, потом в другую. Если появится еще раз, увидите, собственно говоря. Это осознанное движение. То есть это видно, что это как осознанное движение, да, живых каких-то, пожалуйста. Некоторые идиоты, там пыль да пыль. Пыль, если поднимается, пыль поднимается вот так, вот сверху вниз. Вот поднимается пыль, и все. Некоторые даже шонги создают с помощью пыли, якобы показывают. Пыль поднимается вот так, идет вверх. Это пыль. А вот смотрите, сейчас я начну ритуал, да, и давно просто не включала именно подсветку. И одна камера лучше фиксирует, другая камера более четкая и так далее. Разница большая. Вот эта камера часто фиксирует. Так вот, она движется по одной траектории. Из ниоткуда возникает и уходит в никуда. Как вот разумное нечто. Так что жаль, конечно, но это не пыль точно. Итак, нить вот так. Нужно положить нить на стол. Мне нужно, а вам лучше держать в руках. Потому что вам нужно будет с этой нитью повернуться в разные стороны и говорить. Сейчас я вам объясню. Вы должны говорить этот заговор 4 раза. Я скажу 1 раз, естественно, потому что мне бывает и памяти не хватает, хотя я стерла все ненужное в любом случае. И времени иногда не хватает. Итак, держим вот так в руке, в ладони и говорим с нитью. Нить красная, тебя в руки возьму, удачу, фарт, деньги и прибыль призову. Повернусь на запад, повернитесь на одну сторону. Не обязательно это запад или нет. На 4 стороны должны повернуться и 4 раза сказать. Не 4 раза, то есть имеется в виду 4 раза вы должны заговор начитать. Итак, давайте начнем заново. Нить красная, тебя в руки возьму, удачу, фарт, деньги, имущество призову. Повернусь на запад, приди денежная сила. Повернусь на восток, приди денежная сила. Повернусь на юг, приди денежная сила. Повернусь на север, приди денежная сила. Сила денежная пришла, на нить слегла. Первым узлом привязала себе деньги с юга. Берете вот так и привязываете. Вторым узлом привязала деньги себе с запада. Третьим узлом привязала деньги себе с севера. Четвертым узлом привязала деньги себе сейчас с востока. 4 узла. Далее читаем. Нить на богатство благословляю. Весь год виси над дверью. Тяни ко мне деньги, я в тебе верю. Покуда солнце встает над планетой, деньги будут идти ко мне. С помощью нити этой ты нить виси над дверью, тяни ко мне деньги, я в тебя верю. Да будет так. Все как-нибудь, но мой дом богат. Аминь. Берете эту нить, вешаете над дверью, уже говорила. И через некоторое время вы заметите, что вам на все хватает денег. Может быть, великих богатств не перетянете, но на все у вас будет хватать денег. Вы не будете особо экономить. То есть, если у вас будет какое-то желание, у вас получится накопить и купить. На все будет хватать денег. Потому что денежную силу вы как привязали к своему дому. Всем удачи!